страсти на Гран-при Франции, Щербакова и Тарасова в шоке, Косторная как Билли Айлиш. Российская фигуристка Анна Щербакова победила на этапе Гран-при во Франции, Алена Косторная взяла серебро. Обе спортсменки отметились как яркими прокатами, так и красочными цитатами после турнира. Пятый этап Гран-при Франция проходит в Гренобле. В женском одиночном катании по сумме короткой и произвольной программ Щербакова набрала 229,69 балла, второе место заняла Косторная, 221,85 балла, замкнула первую тройку японка Вакаба Хигучи, 204,91 балла. Чемпионат России начнется через месяц в Санкт-Петербурге, там девчонки будут пытаться подчинить себе мандраж и страх, чтобы пробиться не столько в призеры главного национального турнира, сколько на Олимпиаду 2022 в Пекине. Вполне возможно, единственные игры в их карьере. Этапы Гран-при в этом контексте не столкновение интересов в рамках коммерческой серии, а столкновение лбов в рамках подготовки к чемпионату России. Сами того не желая или просто не показывая виду меж французских Альп горделиво и упорно померились крепостью лобной кости Щербакова и Косторная. У чемпионки мира были физические проблемы, у чемпионки Европы – физиологические и педагогические, но обе шли практически вровень на финише короткой программы, породив споры. А кто же был все-таки в ней прекраснее, чувственная Щербакова с новой программой или скользящая Косторная с такой же новой? Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова после первого дня соревнований очень хотела хвалить Щербакову. Очень! Татьяна Анатольевна не скрывала восторга по поводу олимпийской короткой Яни. По-моему, Тарасова хотела еще добавить «ну наконец-то». Год назад в начале прошлого сезона, самый хайповый фигурный спикер тоже делилась своим мнением по поводу короткой Щербаковой, но ни одного слова тогда было решено не публиковать. А после Щербакова геройски выиграла чемпионат России, а потом и чемпионат мира. Критиковать ее за что-либо было невозможно. Мне очень понравилась Щербакова. И программа понравилась, и как она музыку слышит. Мне все понравилось у нее. Аленка тоже очень хорошо выступила. Но Щербакова уникальна, сказала Тарасова. А в субботу, после проката Щербаковой, начавшегося с грубой ошибки на ключевом элементе, Татьяну Анатольевну было и вовсе не остановить. От этой Щербаковой я вообще просто в отпаде. Упасть так тяжело, встать и сделать четверной флип. Такого еще никто себе не позволял, даже мужчины. И я лично вижу это первый раз в своей жизни. И за это ей большое спасибо. Поздравляю тренерский состав, но больше всего поздравляю Аню. Потому что можно учить всю жизнь и такому не научить, если человек сам не захочет. Настоящий характер у Щербаковой. В восторг Тарасову привело то, что сначала фигуристка напрочь сорвала сложнейший четверной лутс. А после такой ошибки дальнейшая программа у фигуриста любого класса находится на грани краха. Но следом она мастерски выкрутила не менее тяжелый четверной флип. Остальная часть проката прошла без видимых помарок. Я немного шокирована своим выступлением. Мой первый прыжок лутс. Я не поняла, что произошло. Когда катала оставшуюся программу, я тоже не очень осознавала, что происходит, признавалась чемпионка мира после своей второй победы на Гран-при этого сезона. Вызовы Косторной. Косторная, признавшись днем ранее, что на тройной аксель в короткой она не пошла, так как тренер Этери Тутберидзе сказала ей делать двойной, в произвольной зашла-таки на тройной и упала. После она отметила, что на самом деле 3,5 оборота у нее совсем не получались на тренировках в Гренобле. Но бороться с контентом Щербаковой чемпионка Европы способна только с помощью двух тройных акселей в произвольной. И здесь есть нюанс, который ее тренер Даниил Глейхенгаус объяснял журналистам недавно в Турине. Мы разговаривали с ней о том, что нужно катать два тройных акселя в произвольной программе, а не надеяться на один, сказал специалист, но добавил, что если первый не получается, то на второй идти крайне опасно, так как произвольная программа рискует быть абсолютно провальной. Аксели Косторной тем не менее детали.
Важные, но не столь принципиальные, потому как фигуристка этим элементом владеет. Этап во Франции принес новые откровения Алены, которая разрушила надежды всех тех, кто мечтает о возвращении к остальной. Речь о былых позициях в мировом фигурном катании, которые рухнули после европейского чемпионства в Граце в январе 2020 года. «Я не хочу возвращения той Косторной, хочу быть новой. Я другая. Надеюсь вернуться в виде лучшей версии себя. Наверное, это состояние по голове. Я выросла, немного другие жизненные позиции, другие мысли. Наверное, стала старше и могу донести что-то более серьезное, чем было раньше», призналась спортсменка, которая все-таки остается прежней. Девчонкой, пытающейся противопоставить себя кому-то. «Я в восторге от Билли Айлиш», сказала фигуристка, обсуждая свою произвольную программу, которая поставлена под трек американского поп-идола. «У нее недавно вышел новый альбом, просто фантастика. Мне безумно нравится. И вообще, мне нравится ее стиль. Это вызов обществу. То есть посыл «я не такая, как все, и я не буду такой, как все». Мне это безумно импонирует, потому что я сама такая, и в целом в программах я катаю саму себя, что мне очень нравится». Вакаба Хигучи отметилась тройным акселем, а также каскадами тройной лупс, тройной тулуп, двойной тулуп, тройной ридбергер, двойной тулуп. Она пыталась добраться до россиянок. Вакаба была легка и скоростна, но чуточку старомодна. Если на старте сезона за слабые связующие шаги активно ругали Косторную, то Хигучи по тем же самым пунктам стерли бы в порошок. Все же лидеры мирового женского одиночного катания выглядят сейчас по-другому. Россиянка Ксения Синицына 4-е место, 198,76 балла. На сей раз приехала на Гран-при со своим главным тренером Светланой Пановой, работающей в дуэте с Татьяной Моисеевой, сопровождавшей фигуристку на этапе в Лас-Вегасе. Синицына хороша хореографией и оточенной техникой, она концептуально могла бы уже быть в лидерах. Однако взросление, болезни и травмы привели к тому, что сейчас Синицына завораживает на льду не хуже Щербаковой и Косторной, при этом технически выглядит на порядок медленнее лидеров. Правда, всю оригинальную эстетику Синицыной судьи не торопятся оценивать щедро. У Ксюши на этот счет есть логичное объяснение. Во-первых, это первый мой взрослый сезон, меня особо никто не знает. Надо больше выступать на международных стартах, чтобы нарабатывать вторую оценку, скорости добавлять, сказала она. В финале Гран-при, который состоится в японской Осаке с 9 по 12 октября, Синицыной не будет. Щербакова обеспечила участие на решающем старте, набрав благодаря победам на 2 этапах Гран-при 30 баллов. Косторная с 24 баллами по итогам 2 этапов сохраняет шансы на участие в финале.